Да, Артем, приветствую. Константин. Алло. Алло, Константин Борисович. Да. Здрасте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени, очень сильно нужно. Что? Да, слушаю. Если бы Константин Борисович Кудрявцев, тот самый агент ФСБ, который участвовал в отравлении Алексея Навального, знал, что такое социальная инженерия, ну, тогда, наверное, вот этого самого знаменитого диалога 2020 года могло бы и не случиться. Но ему не повезло, и, видимо, его не научили в ФСБ правилам безопасности. Поэтому мы с вами сегодня поговорим о том, что это такое социальная инженерия, какие еще существуют способы получить ваши данные, точнее, как можно сделать так, чтобы вы данные отдали сами. Ну и, конечно, о том, как защититься от этого. Это заключительное видео нашего небольшого цикла ликбезов о информационной безопасности. В двух предыдущих выпусках, ссылки на них есть в описании, мы рассказывали, как защитить свои аккаунты и переписку, и как защитить свои устройства. Если вы внимательно их смотрели, вы могли запомнить одну важную, хотя и простую мысль. Защищенность информационной системы всегда равна защищенности ее самого слабого звена. И очень часто слабым звеном оказывается человек. Ведь можно поставить сложные пароли на все аккаунты. Можно и нужно использовать для чувствительной переписки только мессенджеры со сквозным шифрованием. И при этом все равно получится так, что вы можете добровольно выдать свои личные данные киберпреступникам по их первому запросу. Как? Ну вот очень просто, когда в дело вступает эта самая социальная инженерия. Речь идет о группе методов, с помощью которых нужную информацию добывают у самого человека, у владельца информации, не прибегая никаким взломам, не используя криптографических систем и аппаратных каких-то методов шпионажа. В основе социальной инженерии лежит человеческая психология, и она-то чаще всего срабатывает безотказно. Вот вам очень типичный и наверняка хорошо знакомый вам пример. Звонит телефон, на экране городской номер банка, вы поднимаете трубку, вежливый человек представляется сотрудником службы безопасности, называет вас по имени и говорит, что с вашей карты только что было совершено подозрительное списание. Давайте на всякий случай ее заблокируем, чтобы мошенники не получили к ней доступ. Кстати, вам сейчас придет смс с 4-значным кодом. Пожалуйста, назовите его. Вам действительно тут же приходит смс, в поле адреса, откуда она отправлена, сервисный номер банка. Все выглядит как обычно. Вам жалко денег на своем банковском счету, и вы думаете, ну, в самом деле, на всякий случай лучше подстраховаться. Давайте заблокируем карту. И с этой мыслью называете так называемому сотруднику службы безопасности код. Деньги ваши уходят. И вы, конечно, узнали. Это та самая легендарная схема с так называемыми тюремными колл-центрами банков, которые все еще прекрасно работают, хотя с ними вроде как и борется Центробанк. Опасность социальной инженерии в том, что с ее помощью добыть информацию очень легко. Гораздо проще, чем с помощью взлома. И гораздо дешевле. Вы сами все расскажете. И сами сделаете все, о чем мошенник попросит. При этом для взлома нужны как минимум какие-то специальные знания, а чаще еще и оборудование. А вот тем, кто работает методами социальной инженерии, нужно только уметь аккуратно и терпеливо собирать информацию. Ну а потом правильно ей воспользоваться. Знаете, почему люди раз за разом попадаются? Почему люди раз за разом продолжают переводить мошенникам деньги или называть пароли? Потому что даже в самых неправдоподобных сценариях хорошо подготовленные мошенники не звонят на случайный номер, не обращаются к вам как-то официально. Они называют вас по имени, в той форме, в которой вы привыкли. Они приводят детали, которыми вы делились только с близкими друзьями. Они знают, как зовут ваших родителей, детей, даже собаку. У вас не возникнет ни тени сомнения в том, что вы общаетесь с другом, за которого себя выдает мошенник, или с его знакомым, или от его имени. И еще они действуют быстро, чтобы у вас не было времени остановиться и подумать, чтобы не было времени на лишние размышления. Вот это и есть суть социальной инженерии. Вы не представляете, сколько данных о каждом из нас можно собрать в открытых источниках. Это далеко не только адрес, место работы, часто и номер паспорта, часто и личные подробности. И огромным подспорьем в этом будут, конечно же, ваши собственные соцсети, даже если они закрыты и только для друзей.
Известные эксперименты показали, как можно достаточно легко добавиться в друзья к незнакомому человеку в соцсетях. Надо изучить его профиль, его интересы, начать с коллег, с начальства, добавляться к ним. Кто-то добавит. Потом перейти на более близких знакомых. Ну а потом уже потихоньку дойти и до самой жертвы. Жертва увидит много общих друзей. Ну и с большой вероятностью также зафрендит мошенника. Ну где-то ж я его видел, лицо вроде знакомое, точно не помню кто, но столько общих друзей, наверное, хороший человек. Дальше, даже если у вас закрытый аккаунт в соцсетях, теперь уже легко можно реконструировать по нему всю вашу жизнь. Посмотреть, что вы выкладываете, чем вы интересуетесь, с кем вы дружите, собрать о вас информацию. Это и есть задача вот этого самого социального инженера. Собрать максимум информации о вас, подготовиться и спланировать внезапную атаку. Полностью искоренить социальную инженерию совершенно невозможно, ее становится только больше. И она постоянно развивается. В центре социальной инженерии всегда стоит человек. А мы, в отличие от техники, не обновляемся, не становимся более защищенными, к нам не приходят пакеты обновлений. Разновидностей социальной инженерии существует очень много. Можно звонить на телефон, изображая знакомого, попавшего в беду. Можно представиться сотрудником техподдержки на работе. Можно подбросить на стол коллеге флешку с вредоносной программой. А можно сделать и еще проще. Я уверен, что вы или ваши знакомые сталкивались с фишинговыми письмами. Например, письмо от американского консульства, в котором сообщается, что вы стали одним из победителей лотереи и выиграли грин-карту для поездки в США. Чтобы ее получить, надо только заполнить анкету. Вот ссылка. И, конечно, разумеется, указать в ней все ваши персональные данные. Вы скажете, слишком очевидно, на такое вы не ведетесь, и потом вы не подавали ни на какую лотерею грин-карт. Хорошо, давайте по-другому. Вам на рабочую почту приходит письмо от директора по персоналу вашей компании. Он присылает обновленный график отпусков и просит вас кликнуть по ссылке и проверить, что ваша фамилия есть в этом списке. Можно себе такое представить? Конечно. И вы, ничего не подозревая, откроете ссылку. Готово. Ваш аккаунт захвачен, ваши данные утекли. Все это и есть разновидности фишинга, дословно рыбной ловли. И крючки находятся, увы, даже для самых искушенных пользователей. Конечно, бывают, и 99% фишинга составляют абсолютно топорные подделки, на которые невозможно повестись нормальному человеку. Письмо о наследстве, которое оставил вам дядюшка из Нигерии. Но вы не забывайте, что уровень технической грамотности в России очень разный, и на кого-то подействует и это. А для тех, кто думает, что он поумнее, для более опытных пользователей, просто есть ловушки посложнее. Например, поддельный сайт с названием, очень похожим на настоящее. Вы заходите, чтобы купить билет на поезд или на самолет, вводите данные карточки, деньги улетают с вашего счета навсегда. Такое случается постоянно. Например, у сайта, на котором продаются билеты на скоростной поезд Сапсан, регулярно появляются поддельные дублеры. И на эту удочку попадались тысячи людей. С помощью фишинговых писем айтишники в крупных компаниях часто проверяют сотрудников на знание правил безопасности. Они рассылают письма, скажем, от имени директора с какой-нибудь простой, но важной просьбой и ссылкой. Дальше смотрят, кто ее открыл. И, как правило, хватаются за голову, потому что ловятся очень многие. Фишинговые письма и сайты опасны тем, что в обычной жизни, сидя дома за компьютером, вы не ждете подвоха. Невозможно всегда быть наготове, если у вас, конечно, нет оснований полагать, что за вами охотится спецслужба. Так устроена человеческая психика. И поэтому, получив обычное с виду письмо, сервисное письмо от Google, скажем, такие тоже очень любят подделывать мошенники, вы можете даже не успеть задуматься. Кликните, а дальше все пропало. На это и расчет. Что же с этим делать? Технически, ответ простой. Внимательно смотреть на отправителей писем, которые вам приходят, не переходить по ссылкам, в которых вы не уверены, и проверять адреса сайтов, на которые вы попадаете. И я подчеркну слово «внимательно». Ведь, например, в адресе поддельного сайта название компании может быть написано без одной буквы или с добавлением дефиса. Такое бывает непросто заметить. Это же касается и фишинговых писем. В адресе отправителя может быть какая-нибудь совсем незаметная ошибка. Но подозревать всех и всегда, быть всегда начеку, конечно, невозможно. И это тоже объяснимое и нормальное свойство психики. Но оно же не значит, что нужно давать себя обманывать. Поэтому, чтобы защититься от методов социальной инженерии, придется сделать небольшое усилие и приучить себя задумываться перед тем, как называть кому-либо любые свои личные данные. Просто всегда думайте о том, кто и почему вас спрашивает. Номер карты, паспорт, пароль, ключевое слово. Просто привыкните.
каждый раз останавливаться и спрашивать себя, а точно ли можно доверять человеку или сайту, который сейчас просит эти данные. Кроме привычки всегда контролировать себя, когда речь идет о чувствительных данных, нужно завести еще одну важную привычку, о которой вы, возможно, не задумывались. Конечно, всегда обновляйте систему на компьютере и приложения, которыми вы пользуетесь. Ведь, как правило, когда в приложениях и программах находятся уязвимости, разработчики стараются их быстро устранить. Крупным IT-компаниям важна репутация, они действительно заботятся о безопасности своих пользователей. И в интересах компаний быстро убрать уязвимости в своих продуктах, иначе ими в цивилизованном мире просто не будут пользоваться. А ваша задача поэтому следить за этим и регулярно обновляться. Давайте вспомним недавний случай с сервисом Zoom, который для многих стал открытием и спасением в эту пандемию. С началом карантина в Zoom хлынул целый поток людей, которым нужно было общаться удаленно. И вскоре выяснилось, что у него есть проблемы с безопасностью. Целый ряд критических уязвимостей, которые позволяли получать удаленный доступ к компьютерам, собирать данные людей и врываться в чужие звонки. Как только пользователи возмутились, Zoom начал работу над ошибками, выпустил обновления, в которых эти уязвимости были устранены. И вот проверьте, вы-то когда последний раз обновляли Zoom? Вот, наверное, наши главные правила и советы о том, как не стать легкой жертвой для социальной инженерии и не отдать свои данные добровольно. Давайте все-таки еще раз по ним пройдемся для закрепления. Всегда спрашивайте себя, кому вы отдаете свои данные. Всегда проверяйте отправителей в письмах, особенно в сервисных письмах, и внимательно смотрите на адреса страниц, куда вы заходите. Не открывайте ссылки, о которых вы ничего не знаете. Регулярно обновляйте приложения и программы, которыми пользуетесь. И не забывайте, что о наследстве в $1 000 000 никто и никогда не будет вам сообщать по электронной почте. Мы еще раз напомним, что в нашем маленьком цикле видео про безопасность мы рассказывали, как защитить свои гаджеты, свою переписку и свои аккаунты. Ссылки на 2 предыдущих выпуска в описании к этому видео. Делитесь им, рассказывайте своим друзьям и родственникам, как уберечься от кибермошенников. И будьте внимательны.